мы разберем 30 факторов, которые влияют на время работы. Ускориться — это не значит работать быстрее, спешить, портить качество работы. Да, тут наша задача конкретно убрать те лишние ошибки, те лишние движения, возможно, какие-то другие помехи, которые нам мешают работать за более короткое время. Итак, мы разберем 30 факторов. Первый фактор, вот он здесь у нас прописан, это организация рабочего места. На самом деле организация рабочего места, она имеет большое значение. Здесь мы говорим о том, насколько место наше рабочее комфортное, насколько оно правильно, так скажем, выстроено под наш рост, под нас. Если у вас неудобный стол, он слишком низкий или слишком высокий. То же самое может быть с стулом рабочим. Если в таком случае, да, вам может быть не совсем комфортно работать, и вы заметите, что вы работаете дольше. Например, когда вы можете на это обратить внимание, если вы проходите, допустим, какой-то курс повышения квалификации, вы работаете за новым местом, либо вы переехали, либо вы перешли, да, на другое рабочее место. Вы понимаете, что место не ваше, все непривычно и, возможно, даже неудобно, и тут уже вы будете дольше работать, потому что нужно привыкнуть к этому месту. Должно быть во время работы, вот касательно организации, все под рукой, все подручные материалы, да, они должны быть рядом, в доступном месте. Освещение, подлокотник тоже играют роль. В целом все наше рабочее место, если есть какие-то отвлекающие факторы, тут они уже сами за себя говорят, да, не отвлекают, мы, конечно же, соответственно, работаем дольше. Подлокотник тоже важен, когда рука клиента, а именно локоть клиента размещается, да, на подлокотник. Рука клиента становится, во-первых, более расслабленной, нам уже удобнее поворачивать ручку, мы не теряем, да, время, там какие-то, да, буквально секунды, но суммарно в итоге вы теряете больше времени. Рука клиента расслаблена, вы легче можете поменять необходимый захват, рука клиента размещена относительно вас намного выше, и вам уже удобнее, и вы уже, соответственно, да, тут не будете замедляться. Дальше, подручные материалы, да, я уже говорила, все необходимое перед началом работы должно быть под рукой. Когда вы собираете набор для клиента, недостаточно просто собрать набор. Учитывайте, что во время работы у вас случайно может, например, упасть щетка или апельсиновая палочка, или закончиться безворсовые салфетки. Вы не бежите в другую часть комнаты, либо в соседнюю комнату за, да, расходниками. Они у вас должны быть где-то рядом, и даже буквально вот не вставая с рабочего места, вы находите все эти расходники, гель-лаки, базы, топы, другие материалы, все на своих местах. Вот я когда вот в плотном графике работала с клиентами, у меня сзади моего рабочего места была полка с гель-лаками, и я буквально, ну, практически вслепую могла достать любой номер цвета. Я уже примерно понимала, где он у меня расположен. На тот момент у меня было там около 150 цветов, 150 гель-лаков. Потом уже, когда мы перешли в студию, да, у нас их становилось все больше, больше и больше, были перестановки, но суть в том, что вы четко знаете, где какой материал у вас лежит, и в нужный момент вы сразу же буквально вот его можете найти, вы не теряете время на поиски, да, этих расходников или материалов. Посадка должна быть также комфортной. Если вы сидите относительно вашего рабочего места неровно, либо клиент чем-то занят, он как-то, да, полубоком к вам расположен, здесь это может сыграть в худшую сторону касательно времени работы. То есть обращаем внимание на то, а правильно ли вы сидите, а ровно ли по отношению к вам сидит клиент. А может быть, он слишком облокотился на стульчике, его руки далеко, вы тянетесь, вам сложнее работать, мало того, что вы больше устаете, вы больше тратите энергии, во-вторых, тут вы замедляетесь, вы можете даже не замечать, но вы уже с таким клиентом будете работать дольше. И, да, следим за тем, чтобы вам было комфортно. Если видите, что рука клиента расположена недостаточно правильно, либо слишком далеко, либо не под нужным углом, поправляйте под себя, в нужный момент поворачивайте палец, наклоняйте руку, в первую очередь, чтобы вам было удобно. Разговоры с клиентом, тут, я думаю, особых комментариев и не нужно, мы сами понимаем, чем больше мы разговариваем, тем дольше мы работаем. Если у вас есть такие клиенты, которые любят помолчать, и, соответственно, вы с ними очень мало разговариваете,
разговариваете, буквально задаете там не самые необходимые вопросы или буквально минимально поддерживаете разговор, я думаю, вы знаете, что вы с ними работаете дольше. А те клиенты, например, с которыми вы любите поболтать, ваши знакомые, подруги и так далее, они приходят к вам не только на маникюр, но еще и пообщаться, и у вас во время работы разворачивается, да, такое общение прям, конечно, вы с ними будете работать намного дольше. И если у вас есть какие-то ограничивающие рамки, вам нужно успеть выполнить комплекс за какое-то конкретное время, и вы понимаете, что время довольно ограничено, вот самое первое — это разговоры, вот прям минимально стараемся отвлекаться, разговаривать, просто поддерживаем разговор, потому что когда мы болтаем, мы не замечаем, как, да, время у нас летит, и мы работаем намного дольше. Так, вся эта презентация, напоминаю, она будет сохранена в актуальном, вы ее сможете сохранить к себе, поскринить, либо сделать подробный конспект, она у вас останется. Дальше, 5-й фактор, у нас всего будет 30 факторов, которые мы разбираем. Мы разбираем скорость работы. Какие факторы влияют на скорость работы? Следующее — это сложные клиенты. Тут клиент непосредственно является самой причиной того, что мы замедляемся. Например, клиенты, которые много разговаривают и вас отвлекают, клиенты, которые постоянно, да, ведут себя неусидчиво, они могут в ненужный момент и в неудобный дернуть ручкой, либо во время маникюра, да, либо во время покрытия могут не совсем ровно руку в лампу ставить, они не сосредоточены, они не понимают, что нужно, возможно, как-то более аккуратно себя вести, и это может вас сильно отвлекать. Вот такие клиенты, с ними, конечно, работать дольше, сложнее, и даже если вы отлично вышли, да, на хорошую скорость, и вот с таким сложным клиентом вы все равно будете работать дольше. Тут нужно все-таки дать понять, общаться с клиентом, дать понять ему, что на каких-то определенных этапах нужно, например, не шевелить ручкой, либо стараться, да, не дергать. Бывает такое, что прям вот совсем невозможно работать, есть такие сложные случаи. Следующее — состояние ногтей и рук. Чем сложнее руки, да, чем более сложная кутикула, чем более глубокий карман, чем больше птеригия, чем больше сухие руки, имеются трещины, заусеницы, тем дольше мы будем делать маникюр на таких руках, как бы мы ни хотели, такие ручки займут у нас все равно немного больше времени. Это то, что влияет на время работы. Следующее — отвлекающие внешние факторы. Если вы, например, делаете маникюр клиенту, клиент пришел к вам на услугу, допустим, со своим ребенком. Ну, ребенок, соответственно, вроде бы, да, не мешает, но в то же время очень отвлекает и вас, и клиента вашего. То есть здесь это тоже такой вот фактор, который может влиять на время работы, и он влияет на время работы. И вы отвлекаетесь, и клиент ваш отвлекается, что отвлекает вас. Дальше оборудование. Мощность, показатели, да, вашего оборудования, качество вашего оборудования, оно напрямую влияет на время нашей работы. Недостаточная мощность аппарата, либо неисправный, да, фрезер, возможно, есть какие-то неполадки, вибрация, может быть просто недостаточная мощность, это будет влиять на время нашего маникюра. Также и лампа для полимеризации, если она у вас недостаточно мощная, либо вы просушиваете дольшее время, возможно, да, какие-то функции не работают, это тоже будет вас отвлекать. Вытяжка для пыли, также, если она слишком слабомощная, либо у вас вообще нет вытяжки, очень много пыли образуется во время маникюра, вы эту пыль постоянно убираете, очищаете, она вам мешает, она вас отвлекает, также работаем дольше. Освещение рабочего места, да, сюда же можем отнести. Вот такие факторы, например, если у вас сильно плохой свет или слишком яркий и так далее, да, то есть все суммарно будет влиять. Инструмент, соответственно, если мы работаем фрезами, например, которые давно необходимо было заменить, там, где рабочая часть уже абсолютно гладкая, я говорю об алмазных фрезах, и мы пытаемся сделать этой фрезой маникюр, мы будем тратить намного больше времени. Фрезы для снятия также, да, если абразив уже требует его поменять, то есть мы фрезу убираем и заменяем на новую. Следим за состоянием, за тем, как именно работает фреза, если мы понимаем, что вот она уже недостаточно острая, ее нужно поменять, потому что, продолжая такой фрезой работать, вы, возможно, сделаете, да, неплохой маникюр, все получится, но вы потеряете гораздо больше времени. Следим за состоянием нашего инструмента, а также режущий инструмент, ножницы, накожницы, кусачки. Здесь мы тоже должны обращать внимание на состояние такого инструмента и периодически проверяем. Если вы понимаете, что вот уже необходима заточка, значит передаем инструмент на заточку. Материалы.
чем ниже качество материалов, чем они более дешевые, тем они могут быть проблемнее в работе. Гель-лаки могут растекаться, они могут плохо выравниваться, они могут оставлять проплешины на ногтях. Например, базы, топы могут быть слишком жидкими или слишком густыми, у них могут быть плохие показатели тиксотропности, да, материал будет затекать, вы не будете успевать выравнивать, а если будете, например, переворачивать ручку, база, наоборот, может сильно стекать. Тут, конечно, не только то, насколько жидкий или густой материал играет роль, тут и качество материала также. Бывает просто настолько невозможно работать вот с материалом из-за того, что у него именно показатели тиксотропности плохие, вот из-за такого материала вы можете терять время. Либо топы, которые слишком пузырятся, да, любой топ, в нем могут появляться пузыри. И чем более резкие движения с кистью мы делаем, тем больше пузырей возникает во время работы. Мы, конечно же, стараемся их убирать. Есть топы, которые практически не пузырятся, с которыми вы работаете аккуратно, а есть топы, с которыми вы пытаетесь работать максимально плавно, аккуратно, и все равно появляется много пузырей. С таким топом работая вы будете терять, конечно же, время. Обращаем внимание на наши материалы. Если мы работаем плохими материалами, если их качество прям совсем нехорошее, нам очень тяжело будет ускориться. Обращаем на качество внимание. Так, и дальше следующие факторы. Это единый алгоритм. Я поделюсь с вами своим алгоритмом работы, это та техника, в которой я работаю, будут определенные шаги в работе, будет определенная последовательность, почему именно так мы работаем, я буду позже объяснять. Когда вы вырабатываете и находите какую-то одну технику, вы работаете всегда в едином алгоритме, вы выходите до такого полного автоматизма, и в целом время вашей работы, оно сокращается, вы за более короткое время, не в спешке, не теряя качество, выполняете маникюр, потому что если единый алгоритм, вы его не нарушаете. Ну, тут, конечно, в мерах разумного, если мы говорим об алгоритме, не всегда четко каждый шаг вот прям одинаково повторяется в работе с каждым клиентом. Где-то у кого-то из клиентов вы пропустите, например, один из этапов, где-то вы добавите какой-то этап, но суммарно алгоритм, он один и тот же, и если вы, например, делаете покрытие кавер-базы, для всех клиентов это алгоритм, да, одинаковый работы. Если вы делаете покрытие гель-лаком, то есть там у вас уже этап покрытия гель-лаком добавляется, но есть определенная последовательность, начиная от обработки рук антисептиком, заканчивая уже фотоработой, затем нанесение масла и крема для рук. Своим алгоритмом, да, я поделюсь подробнее, мы будем разбирать технику комби, и там будет уже более понятно. Отвлекающие лишние действия мы должны понимать, что есть в работе, если вы работаете долго, в любом случае вы не только нарушаете, возможно, какие-то ошибки, скорее всего, у вас есть лишние действия, которые вы совершаете, и, возможно, даже не обращаете на них внимания. Вот все эти действия, по сути, мы можем убрать, устранить, и ваше время работы, оно будет меньше. Как их найти, мы поговорим, когда уже придем к выводу нашей теоретической части, мы будем говорить о том, как именно все-таки ускориться, как мы должны работать, чтобы ускориться, и вот там как раз поговорим о том, как определить все свои лишние шаги. Техника работы, от техники работы также все зависит, есть множество техник работы, и у каждого мастера она уникальная. Даже если вы приходите на один курс повышения, и несколько мастеров далее остаются работать в этой же технике новой, у каждого мастера добавляется какая-то своя изюминка, есть какие-то свои изменения, и на самом деле они абсолютно разные в итоге, да, вот эти техники работы получаются. Техника работы, та, в которой я работаю, мне позволила значительно ускориться, и это техника работы без реверса, одной фрезой. Есть техника с 2 фрезами комби маникюра, есть техника одна фреза комби, мы позже еще будем говорить о технике аппаратный маникюр одна фреза, вот, но сегодня у нас техника комби, и я буду делиться этой техникой, именно благодаря ей я могу намного быстрее выполнять маникюр. Когда я вела курс онлайн по комби маникюру одна фреза, это техника, в которой будем сегодня работать, буквально сразу после уже во время первой отработки, после просмотра курса, многие мастера писали и говорили о том, что они сделали маникюр на 20 минут раньше, суммарно комплекс, на 15 минут, на 20 минут, на 30 минут раньше. То есть вот настолько глобально такие глобальные могут быть изменения. Возможно, у вас слишком много фрез, есть какие-то лишние движения, есть проблема в нарушении, да, конвейерных движений. И вот когда вы попробуете поработать в моей технике, если вы ранее не работали, я
уверена, что вы уже ускоритесь. Пыль в синусах. Мы не работаем вслепую и как можно чаще убираем пыль. Большая ошибка, когда мастер работает, например, пламенем или пламеневидными фрезами в зоне проксимальной ногтя, у нас собирается довольно много пыли, и когда мастер вовремя не убирает эту пыль, он продолжает работать по пыли и очищать ногтевую пластину, хотя на самом деле там поверхность уже чистая. Достаточно просто убрать пыль, вы видите, что там нет никаких загрязнений, нет птеригия, и, соответственно, не нужно ничего очищать фрезой. Мы перемещаемся дальше, очищаем следующую зону. Вот многие мастера иногда забывают о том, что нужно вовремя и как можно чаще убирать ту пыль, которая закрывает нам обзор. Карман. Если мы не полностью раскрываем карман, это проксимальная пазуха, я буду подробнее технику поднятия объяснять, да, на теории и на практике сегодня, да, немного позже. Если мы не полностью раскрываем карман, в проксимальной пазухе остаются склейки и эпонихи, это живая ткань, продолжение кутикулы, склейки эпонихи с ногтевой пластиной. И если же все-таки эти склейки остаются, далее работая пламенем или пламеневидными фрезами, мы будем разрывать эти склейки, и, соответственно, в результате мы получаем уже такую бахрому, да, такую порванную кожу в кармане, которую потом мы долгое время прочищаем во время маникюра, пытаемся, да, все эти заусеницы убрать ножницами, либо фрезами, но тут мы теряем время работы, и даже если вы сможете убрать все то, что сделали, да, фрезой, все то, что вы порвали, да, ту склейку, вы все равно в итоге не сможете покрыть глубоко и не сможете сделать ровное покрытие, потому что изначально карман был проработан неправильно, и ошибка работы с карманом, она тянется, да, дальше. Если мы неправильно раскрытие кутикулы сделали, мы не сможем сделать чистый маникюр в итоге, да, он все равно будет недостаточно чистым, и, соответственно, мы не сможем покрыть глубоко и ровно. И на этап поднятия кутикулы мы можем потратить несколько лишних минут, но мы сэкономим гораздо, да, такое большое время. На этапе маникюра это может быть и 10, и 15 минут, да, которые мы не потеряем, пытаясь очистить всю ту бахрому, порванную из-за неправильного раскрытия. Поэтому на карман мы должны, да, на раскрытие проксимальной пазухи обращать особое внимание, это очень важно, да, и это влияет на качество и на время маникюра. Дальше, выравнивание. Не всегда мы должны делать выравнивание ногтей. Есть те случаи, когда мы не делаем выравнивание. Например, когда вы делаете покрытие камуфлирующим гель-лаком или камуфлирующей базой. Камуфлирующую базу мы выравниваем, под нее мы наносим тонкий слой раббер-базы прозрачной, который будет служить дополнительным сцеплением. Также защита будет ногтевой пластины от пигментов и других компонентов, которые содержатся в кавер, да, базах камуфлирующих. Когда мы делаем покрытие камуфлирующим гель-лаком, не обязательно делать выравнивание базой. Когда мы наносим базу под камуфлирующий гель-лак, мы ее наносим средним слоем, не слишком тонко, но вот прям выравнивание мы не делаем, и мы не теряем время на этом этапе. Вы, когда будете наносить гель-лак камуфлирующий, вы же его не будете просто тонким наносить, да, это такой выравнивающий слой, и очень часто я наношу гель-лаки камуфлирующие именно по технике выравнивания, так же, как мы с базой работаем, то есть мы как бы делаем выравнивание камуфлирующим гель-лаком. То есть, соответственно, у нас строится архитектура именно гель-лаком, и плотность мы создаем благодаря вот такой технике выравнивания, плотность цвета. Поэтому под гель-лак мы наносим просто базу, да, таким небольшим слоем, без выравнивания, да, выравниваем уже гель-лаком. Либо есть дизайны объемные, когда вы, например, наносите какие-то конфетти, либо крупные объемные блестки на ноготь, вы понимаете, что сверху их нужно запечатать материалом, выровнять, а лучше базой выравнивать, она будет прочнее, да, всего держать такие дизайны. Если вы сделаете выравнивание ногтевой пластины, потом добавите вот такой объемный дизайн, ноготь будет слишком выпуклым, будет огромная толщина лишнего материала, поэтому под такие дизайны, под объемные дизайны мы базу просто наносим тонким слоем, далее создаем, если необходимо, цветную подложку, и сверху делаем выравнивание уже базой, затем топом. Итак, дальше. Вот что еще хочу добавить касательно выравнивания. Наша цель,
когда мы делаем выравнивание, не получить, да, идеальный блик с каждого ракурса ногтя. Наша цель создать правильную архитектуру. И если вы создали архитектуру верно, вы видите, что по арке, да, есть такая линзообразная поверхность ногтя. Мы еще будем говорить о выравнивании, я буду на практике объяснять. Если вы видите, что архитектура построена правильно, точка апекса находится в своем месте, торцы и по периметру в целом материал нанесен тонко, все красиво, но если вы смотрите на блик и видите, что в какой-то части ногтя блик немножечко искажается, он недостаточно ровный, но он цельный. Вот такое небольшое искажение, это не говорит о том, что мы неправильно сделали выравнивание. Нет задачи получить прям идеальный блик с каждого ракурса, да, который вы будете видеть. Центральная часть, чаще всего она у нас в виде такого ровного, красивого блика, вытянутой овальной формы. Главное, чтобы он был цельным, не волной, да, проходил, не в виде восьмерки, да, должна быть четкая овальная форма, иногда она может быть искажена. Например, на трапециевидных ногтях, если вы сбоку посмотрите на латеральную часть ногтя, на блик, да, в этой зоне, на отражение блика, вы видите, что он не ровный, овальный, да, вытянутой формы, а он слегка искаженный. Из-за чего? Из-за того, что сама ногтевая пластина имеет такую форму. Если в этом месте, на трапециевидных ногтях, мы будем стараться сделать идеальный блик, вот такой, да, красивой овальной формы, что в итоге мы получим? Нам необходимо будет добавить прям много материала в латеральной части ногтя, в итоге мы получим большой объем материала, который может навредить ногтям, это будет лишнее давление, может быть ожог ногтевого ложа термический. Таким образом мы можем навредить. И наша основная задача, когда мы делаем покрытие, да, маникюр, наша основная задача не навредить. Да, визуально мы не будем добавлять такой объем материала, потому что мы навредим. И нужно просто понимать, что есть такой тип ногтей с нестандартной формой, когда у нас ноготь идет, да, дугой, форма ногтя продольной арки немного, да, дугообразная такая, либо когда у нас ноготь трапеция, то, соответственно, и блик будет искажен по форме, например, дуги или трапеции. Вот, и это нормально. Главное, чтобы визуально поверхность была ровная. Если есть небольшие искажения по бликам, мы можем топом, да, в конце уже доработать блик, сделать его прям идеальным. Вот, чтобы получить, например, фотографии с красивыми бликами, если вы делаете фотографию с бликами. Если же все-таки у вас блик будет немного искажен, в жизни клиент этого никогда не заметит, и если мы говорим вообще о времени, есть клиенты, которым в первую очередь важно время, им вообще не важны блики, им важно, чтобы в целом было ровное, аккуратное покрытие, им даже не важно, чтобы покрытие было нанесено прям глубоко-глубоко под кутикулу. Есть клиенты, которые очень ценят свое время, и у них очень ограниченное время, они готовы искать мастера, который сделает им маникюр за час 15, за час 20, пусть у них не идеально глубоко будет нанесено, но в целом аккуратное покрытие. Пусть не идеальный блик, но аккуратно. И они будут ходить именно к такому мастеру. И опять же, да, к каждому мастеру приходит свой клиент и остается у него, да. Дальше, затеки. Они влияют на следующие этапы. Если, например, вы работаете базой и в зоне, да, пазух, например, латеральных, у вас образовался какой-то небольшой затек, либо уже в лампе, либо перед лампой, перед полимеризацией. Если вы не убрали такой затек, далее, когда мы будем наносить гель-лак, в этом месте гель-лак начнет затекать. Конечно, вы будете тратить лишнее время, пытаясь убрать все эти затеки. Вы наносите опять гель-лак, он у вас опять затекает. Почему? Нужно понять, нужно найти причину, определить, почему так происходит, внимательно проверить всю пазуху, да, по периметру, проксимальную, латеральные, боковые пазухи, и если внутри, между ногтевой пластиной и кожей вы видите затек, его обязательно нужно убрать. Я выпиливаю обычно, если место такое доступное, можно сделать опил пилкой, если уже не совсем доступное, я аккуратно дорабатываю пламенем, но лучше всего, если у вас все-таки произошел затек, да, выпиливать сразу, убирать, устранять эти моменты, но всегда проверяем перед лампой, перед полимеризацией ручку. Я очень много таких проблем показываю, как исправить, мы исправляем именно на курсах, да, и на базовых курсах, и на повышение. Я, конечно, стараюсь работать сразу так, чтобы затеков не было. Есть один момент, который влияет на то, что затекать может покрытие, гель-лаки и базы. Я об этом буду на практике говорить. Нужно особым способом, да, прокрашивать контуры, тогда у вас ничего не будет затекать. Ну и, конечно, предварительно чистый маникюр сделать. И дальше автоматизм в работе. Когда мы работаем,
в определенном алгоритме мы выходим к автоматизму. Если у нас не автоматические движения, нет автоматизма, мы всегда теряемся, мы не строим заранее стратегию работы, мы не знаем, а какой этап мы будем дальше следующим делать, постоянно отвлекаемся. Конечно же, тут нам сложно будет ускориться в таком случае. И работа конвейером. Все движения максимально конвейерно мы стараемся выполнять. Не просто я даже скажу более, не просто мы, допустим, берем пилку и делаем опил длины на всех ногтях, далее мы берем апельсиновую палочку и поднимаем, раскрываем карман на каждом из ногтей, на всех 10, это имеется в виду, конвейер. Но даже более глубоко, когда мы работаем, например, с фрезой пламя, мы будем определенные этапы делать фрезой. Например, сначала очищать поверхность ногтя и обрабатывать левую латеральную пазуху. И таким образом мы работаем сразу на 10 ногтях. Затем мы поворачиваем руку и работаем уже с правым боковым валиком. И сразу на всех 5 ногтях, без лишних поворотов руки, мы делаем обработку всех 5 боковых валиков правых. Будем работать сегодня в такой технике, то есть суммарно вы экономите время на лишнюю смену захвата руки клиента, на практике будет более понятнее, и тут у вас такой выходит прям конвейер, и все движения, они идут один за одним, они одинаковые, все одинаковые движения, все одинаковые этапы мы сразу максимально на 5 или на 10 пальцах стараемся выполнять. Ну и возвраты, конечно же, если вы не проверили этап выполнения, например, какого-то определенного этапа, переходите к следующим этапам, и потом понимаете, что у вас прошлый этап был выполнен неправильно, вы находите какие-то ошибки, начинаете возвращаетесь к предыдущему этапу, и тут у вас теряется, конечно же, время. Чтобы мы не возвращались, мы должны каждый этап сразу на месте проверять. Например, выполнили опил длины, проверили, чтобы вас все устраивало, чтобы клиента устраивала длина, и только потом переходим к опилу формы ногтей. Сделали поднятие кутикулы, раскрыли карман, вы должны быть уверены, что у вас все раскрыто правильно, и только потом переходим к работе с пламенем. И таким образом мы работаем с каждым этапом. Проверяем, чтобы не возвращаться. Так, и далее. Следующий фактор — волнение и неуверенность. Мастера с небольшим опытом, они очень часто переживают, волнуются из-за этого волнения, неуверенности в себе. Начинается мастер немного отвлекаться, замедляться, это тоже влияет на время работы. Поэтому, если у вас все-таки есть волнение, неуверенность в работе с клиентами, поработайте немного с моделями. Вы можете находить модели даже бесплатно, либо можете брать оплату только за материал. Если вы начинающий мастер и чувствуете неуверенность, поработайте со знакомыми, либо с моделями, чтобы немного эту уверенность приобрести в работе, в ваших действиях. Эффективный опыт работы. Очень часто мастера говорят, например, опять же, это мой опыт из курсов повышения квалификации, когда приходит мастер и говорит, что у меня опыт 10 лет или у меня опыт 5 лет, но на самом деле его время работы, время комплекса 3 часа. Почему так? Оказывается, что был перерыв, оказывается, что у мастера в месяц 3 клиента, а рядом сидит мастер, у которого опыт всего 8 месяцев, и мастер за 1:40 уже делает комплекс, и у него отлично все получается, потому что у него буквально сразу пошла карьера уже в салоне, у него более 20 клиентов в неделю, то есть, соответственно, он уже намного быстрее работает, у него все движения более четкие, отточенные. Таким образом, конечно же, это не просто опыт влияет на время работы, а именно эффективный опыт. Не сколько лет, а сколько по факту клиентов, например, хотя бы в месяц и в течение года у вас есть. Если вы работаете очень редко и у вас совсем мало клиентов, вам сложнее будет ускориться, чем мастеру, у которого более такая сильная загруженность. И мастер с сильной загруженностью за неделю покажет один результат, вы с 2 клиентами в неделю покажете совершенно другой результат, потому что очень мало практики. Ну и, конечно же, нужно понимать, если мы мало работаем, то и ускоряться мы будем также
да, медленно. Выбор цвета и дизайна занимает определенное время. Вот здесь мы должны понимать, есть такие клиенты, которые очень долго не могут определиться с цветом, либо определиться с дизайном. Все это занимает определенное время. Как ускориться с выбором, расскажу позже. Мы будем разбирать, у нас будет тема, как именно мы ускоряемся, что мы должны для этого выполнять. Будет тактика выбора цвета и дизайна. Дальше, палитра цветов и образцы дизайнов. Когда мы говорим о палитре, если у вас все цвета размещены в разброс, клиенту иногда сложнее выбрать цвет, тем более, когда у вас много цветов и у вас большая палитра. Цвета размещайте по тонам. Камуфляжи, например, у нас палитра в школе, да, довольно большая. Камуфляжи у нас отдельно, пастельные цвета отдельно, цветные цвета, например, голубые оттенки, синие отдельно, салатовые, зеленые отдельно и так далее. У каждых оттенков свои кольца. И таким образом, когда клиент просит, например, какой-то светлый цвет, не камуфляж, а плотный, мы сразу даем кольцо с пастельными гель-лаками и намного быстрее уже можем выбрать цвет. Если у нас будет все в разброс, это займет намного больше времени. Дальше образцы с дизайнами, либо у вас есть готовые образцы, живые, которые клиент может посмотреть, пощупать, да, потрогать. Вот эти образцы, они помогут клиенту сделать выбор в сторону дизайна, потому что просто некоторые клиенты не знают, например, что такое слайдеры, что такое там, допустим, втирка, и когда вы говорите об этом, они не понимают, что вы имеете в виду. Даже если вы показываете баночку, флакончик, клиент не понимает. Нужно показать хотя бы фотографию, как это будет выглядеть, а еще лучше, чтобы не терять время, не искать фотографии, у вас должно быть все под рукой на рабочем месте, образцы сразу, да, как выглядят слайдеры на ногтях, как выглядит стемпинг, втирка, там какие-то определенные блестки, то есть клиент должен все это видеть и понимать. То, что у вас находится в баночках, не все понимают, как это вообще будет смотреться на ногтях. Та же фольга, лента, гибкие, ну и так далее. Все дизайны мы показываем на образцах. И ограничение во времени или дисциплина, собранность тоже влияет на время работы. Когда у вас есть ограничения, когда, например, вы записали очень плотно 2 клиентов между собой, и у вас получился маленький разрыв по времени, если вы выделяли себе 2 часа на комплекс, а тут так получилось, что у вас 1,5 часа, вот это ограничение вас будет мотивировать работать немножечко быстрее, болтать меньше, лишних движений делать меньше, и, соответственно, вы будете работать более собранно, если вы будете настроены сделать работу быстрее за более короткое время, и вы такую работу сможете, да, сделать немного быстрее, конечно же. Вы будете сами себя мотивировать сделать работу быстрее. Когда у вас нет ограничений, вы в таком более расслабленном темпе работаете, особо не переживаете о том, успеете ли вы к определенному времени или нет. Конечно, так будет немного дольше. Когда вы дисциплинируете себя, опять же, когда мы будем работать с таблицей, вы будете прописывать время этапов, вы будете работать по секундомеру, у вас будет такая особая дисциплина, вы уже будете задумываться, а как же лучше сделать так, чтобы вот тут не потерять время. Нужно ли мне сейчас, там, например, брать там пилку и делать вот это, если я это смогу сразу в конце сделать, и зачем мне сейчас терять время, если я в конце это все смогу убрать? Ну, допустим, да, там какие-то определенные затеки или еще. То есть вы будете понимать, что это действие лишнее, я все равно буду похожий этап делать, и я смогу, допустим, убрать там тот самый затек, допустим, там, птериги, когда мы будем очищать пламенем. Зачем мне заходить глубоко в карман, в ту часть, которую я не вижу, если позже я сделаю срез кутикулы, у меня откроется обзор, и я очень быстро смогу убрать какие-то определенные загрязнения, если они останутся. То есть мы будем еще об этом на практике говорить. Есть такие моменты, и да, вы уже для себя будете понимать. И с факторами у нас последний слайд. Следующие ошибки, которые переходят на следующие этапы, например, те же затеки, неправильно раскрытый карман, неправильный опил длины, все, что переходит на следующий этап, мы видим эти ошибки после, начинаем их исправлять, и вот тут появляются уже возвраты, мы теряем лишнее время. Склонность к медлительности. Даже если мы возьмем 2 одинаковых мастера, у которых одинаковый опыт, у них примерно одинаковое количество практики с клиентами или моделями, есть люди более медлительные, есть люди более, да, такие собранные, более, да, быстрые. Просто неоднократно уже есть опыт и с учениками, и с мастерами в студии. Более медлительные люди, вот как бы они не хотели и не старались, они все равно будут работать дольше, чем люди немедлительные, да. Даже если вы знаете все факторы, почему, что может влиять на время работать, вы знаете, как ускориться, и вы все это делаете, выполняете, тренируете, но просто вот у вас есть такая особенность, да, вы вот
к медлительности склонны, вы немножечко дольше будете работать, чем человек немедлительный. Дальше, непродуманная стратегия тоже влияет на время. Например, к вам приходит клиент, вы начинаете делать пил формы ногтей, маникюр, там, переходите к этапу выравнивания, сделали выравнивание, а тут оказывается, что клиент, а вы сделали выравнивание прозрачной базой, клиент говорит, а я вот хочу френч, например, а вы уже сделали выравнивание прозрачной базы, вы берете камуфлирующий гель-лак, далее покрываете камуфлирующим гель-лаком ногти. Вот тут, если бы вы заранее знали, что вы будете делать френч, вы бы не покрывали прозрачной базой, вы бы дали клиенту, вы бы показали свои цвета кавер-баз, камуфлирующих баз, и клиент выбрал бы нужный цвет, вы бы сразу сделали бы выравнивание нужным цветом и перешли уже конкретно к френчу. А тут вы потеряли этап на покрытие гель-лаком только потому, что забыли уточнить заранее, что именно мы делаем, какое покрытие. То есть здесь у вас не продуманная стратегия. Стратегию мы заранее продумываем, какой дизайн, как лучше покрыть, какую базу, какой цвет, как именно мы наносим. Если клиент у вас выбирает какие-то цвета, которые не плотно ложатся, мы цвет выбираем еще до момента выравнивания, и дизайн мы должны уже знать, определить до момента выравнивания, так вы выбираете правильную стратегию. Если клиент выбирает гель-лак, который не плотный, вы знаете, что вот этот гель-лак отлично себя поведет, например, на молочной базе, вы уже сделали покрытие прозрачной базой, ну и тут либо вы клиенту предлагаете другой гель-лак, либо уже делаете подложку из гель-лака и теряете лишнее время. То есть стратегию лучше всегда придумать заранее. Недостаточный ассортимент материалов. Вот, например, тоже отсутствие ассортимента цветных баз, молочных баз, цветных баз, он будет не в очень хорошую сторону влиять. Когда у вас есть несколько цветных баз, у вас есть выбор камуфлирующих баз, и в нужный момент, когда у клиента есть ограничения, когда вы сами хотите ускориться, и вы понимаете, что вот так будет быстрее, вы выбираете именно камуфлирующие базы, цветные базы, и это позволяет вам ускориться и сделать комплекс за более короткое время. Усталость и плохое самочувствие, как бы мы не хотели, но тоже будет влиять на время работы. Если вы не выспались, у вас что-то произошло, вы себя плохо чувствуете, как бы мы не хотели, но вы все равно будете немножечко работать медленнее, потому что вы будете не настолько собраны, вы будете более такими растерянными, разбитыми, и дольше, по времени работа будет занимать. Мы разобрали 30 факторов. Если есть вопросы, можете писать. Если они у вас появятся позже, вы всегда сможете обратиться в мой аккаунт Булава Екатерина. Я еще немного жду, если вопросов нет, мы эту часть сохраняем, загружаем, и немного позже мы подключимся, у нас будет следующая часть теории, мы разберем технику комби-маникюра, и мы сделаем вывод касательно времени работы, как мы должны работать так, чтобы ускоряться, как мы находим лишние движения, как определить свои лишние движения, и найти все свои ошибки, или движения-паразиты, на них еще так говорят. В общем, мы еще разберем очень интересные темы на теории, а потом уже будет практика, я на нескольких ногтях подробно объясню технику работы комби-маникюра, выравнивания, покрытия, то, что сегодня у нас должно проходить.